Привет, друзья! Сегодня суббота, утро, стаканчик вкусной матчи домашней. И я вышла в эфир, что большая редкость. Хочу немножко поговорить с вами, поболтать, рассказать о своих мыслях. С момента выхода последнего видео про Изник уже прошло около 2 недель. И я не планировала, что будет такой длительный перерыв, потому что все-таки канал новый, его нужно развивать и выкладывать видео почаще. Но так случилось, сложилось, что в это время у меня навалилось какое-то количество житейских сложностей, которые нужно решать. И это забирает у меня всю энергию, силу. И творческий процесс съемок очень близко связан с вдохновением, внутренней мотивацией. А когда ты заполнена житейскими проблемами, это, конечно, проседает. Поэтому я в любом случае, конечно, буду выкладывать видео и дальше. У меня есть уже отснятый материал. Это видео, это предисловие, а далее вы увидите несколько рецептов. Некоторые рецепты связаны будут с выпечкой, со сладкой выпечкой. Также я хочу поделиться 2 рецептами из овощей. Овощные блюда не все умеют готовить, не все знают их рецепты. На самом деле их огромное количество, поэтому я хочу поделиться с вами рецептом из корневого сельдерея. Очень интересный рецепт, очень просто готовится и смотрится на столе очень эффектно и очень вкусный. Корневой сельдерей вообще один из самых вкусных овощей, я считаю. И, может быть, еще будет рецепт из краснокочанной капусты, стейк. В общем, посмотрим дальше. Я благодарю вас за то, что вы приходите на мой канал, смотрите мои видео, подписываетесь, ставите лайки. Это очень важно для алгоритмов YouTube, для молодых каналов. Я также хочу и дальше развивать этот канал. У меня очень-очень много идей и мыслей в голове, потому что все-таки я живу в таком важном, исторически важном городе для всего мира, для всей цивилизации. Это город Стамбул. Здесь можно много о чем рассказывать. Здесь потрясающе глубокая история. Да и вообще вся страна Турция пропитана историей, и черпать можно в любую сторону, как касаясь кулинарии, так и вообще исторических событий разных. Мне самой это все очень интересно, поэтому очень хочется как-то это все соединить и делиться с вами. В общем, я сейчас работаю, над смыслом моего канала, пробую разные направления: путешествия, кулинария, может быть, лайфстайл какой-то. И хочу слышать от вас обратную связь, что именно вам интересно, что вам больше нравится. Список у меня целый уже на, наверное, год вперед на темы видео. Буду пробовать их снимать. Я не уверена, конечно, что все будет идеально, но это жизнь. Мы учимся на ошибках. И благодаря таким ошибкам мои видео будут становиться только лучше. Поэтому спасибо вам огромное. Желаю всем отличных выходных. У меня сегодня суббота, у вас, я не знаю, видео выйдет, какой день недели будет. И до встречи. Спасибо, что вы со мной.
lira. Çilek 1 kilo 100 lira. Haydi çilek 1 kilo 100 lira, 100 lira, 100 lira, 100 lira, 100 lira. Biraz da lahana koy. İçine atıyorum. Teşekkür ederim. Pazar haricinde dükkanımız var. Erenköy'de. Erenköy pazarını biliyor musunuz? Perşembe pazarını. Ne istedi yeni gelen? Teşekkür ederim. Alalım. Yüz liraya, 100 liraya, 100 liraya, 100 liraya. Ahmet abi ne kadar? 115. Вот такой огромный мы сделали закуп на сегодняшнем базаре. Сельдерей, капуста, огурчики, розовые томаты, цветная капуста, листовой салат. Здесь много рукколы, зеленый лучок, также мята, мелкая морковка, которая пойдет в запекание в духовку. Также я урвала недорогие, вообще очень дешевые перцы толстокожие. Посмотрите, какие шикарные. Я их буду запекать в духовке на огне, делать разные мезе, салаты. Сейчас сезон клубники. Посмотрите, сколько клубники. 2 килограмма. 2 килограмма вкуснейшей клубники. И она очень дешевая сейчас. Почему-то не видно. Вот. Что еще? Здесь мы купили по очень хорошей цене вот такую краснокочанную капусточку. Посмотрите, какие малышки. Также разную редьку, свекла. Здесь у нас лук-порей, пыраса он называется в Турции. Сейчас самый сезон. Авокадо, крупная морковь, большой пакет, потому что прям очень дешевую сегодня нашли. Деревенские яйца 3 десятка. И рыбы сегодня у нас случился закуп. Здесь рыбка хамси, турецкая знаменитая рыбка маленькая, буду ее жарить. И вот эта рыбка ускумру. Нет, это паламут называется рыба, аналог скумбрии. Я ее буду солить.
Не знаю, что вы подумали, но оно не то, но это не то, что вы подумали. Оленя. Сегодня я хочу приготовить вместе с вами мои любимые брускетты. Это греческий рецепт, не помню точно их название. Готовятся они очень просто, идеально для лета. Нам нужен подсушенный хрустящий хлеб. Также я приготовила вот такую томатную пассату, можно сказать. Я натерла через терку томаты, добавила зубчики чеснока, несколько, в общем, как вам хочется, оливковое масло, чуть-чуть сахара, соль и перемешала. И вот, в общем-то, и все брускетты. Нам нужно просто выложить эти томаты сверху хлеба. Следующий этап. Мы используем сыр рассольный, фета, брынза, что у вас есть под рукой. Здесь в Турции таких сыров очень-очень много, так же, как и в Греции. Вообще кухня Греции и Турции между собой очень сильно перекликаются. И я заметила, что практически даже идентичные блюда есть, просто по-разному они называются. Но именно в турецкой кухне такой брускетты я не видела. Это, я думаю, изобретение именно критское. Это, по-моему, критское, с острова Крита рецепт. Хотя есть похожая закуска мезе, гирит из меси называется, соответственно, с Крита, гирит, кирит. И она по составу тоже идет из соленого сыра, но там с добавлением фисташек и базилика. Тоже очень вкусная закуска. Обязательно ее с вами приготовим. Простите, что я это делаю руками, но ложкой это делать совершенно неудобно, потому что все будет рассыпаться. Вы видите, какой рассыпчатый сыр. Все. Ну и последний немаловажный штрих, конечно же, оливковое масло. Вот и все, в принципе. Брускетты готовы. Готовятся очень быстро. Они очень вкусные, хрустящие, сочные, с чесночным привкусом. Идеальный для лета. И когда нужно что-то очень быстро приготовить, вкусное, легкое, эффектное на стол.
Еще сегодня на ужин я готовлю вот такой салат, который будет состоять из рукколы, листовой латук, здесь тонко нарезанная редька, авокадо, помидорки черри, немножко огурчиков. И я сейчас приготовила также соус для этого салата. На основе здесь оливковое масло, мед, горчица, соевый соус и чеснок. И немножко еще яблочный уксус. Тщательно все взбиваю. И основной ингредиент также у нас сегодня лосось. Сейчас я его разделаю и буду выкладывать. В Стамбуле конец марта, а погода как будто зима. Ужасно пасмурно, очень много дождей, холодно, ветер. Но все равно хочется немножко погулять. Поэтому потеплее оделись и пойдем сейчас немножко побродим по паркам. Уже, конечно, хочется вот это все скинуть, но что поделаешь. В этом городе всегда такая весна. Очень затяжная, наверное, только в мае месяце будет очень хорошая погода. Kahve, çay buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba kardeşim. Thank you.